Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за ваше внимание, за вашу поддержку. Благодарю за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Перехват эфира. Кто и что говорит о тебе прямо сейчас? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце видео в качестве бонуса будет совет профессионального психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также присылайте вопросы, на которые хотели бы получить ответы. Психолога отвечу обязательно в своих видеоконсультациях. Итак, иногда ты буквально можешь уловить этот момент, когда ты становишься центром чужого разговора. У кого-то это жар, который к щекам приливает, да? У кого-то это озноб, у кого-то это ощущается не как не мысль, не как импульс. Резкий внутренний отклик, будто внимание на секунду сместилось в твою сторону. В такие моменты включается не логика, а восприятие. Ты начинаешь чувствовать, что где-то вне твоего поля зрения сейчас формируется мнение о тебе. Прямо в эту минуту кто-то обсуждает тебя. Может, твои действия, твое поведение, твою внешность, может быть, даже твое молчание. Давайте посмотрим, кто эти люди. Для начала я делаю вашу сигнификацию. Итак, какая девочка пришла на расклад? Карта прошлого. Ух ты! Такую мне картинку показали. В прошлом женщина, которая пребывала тут в страхах, карта токсичная, может быть, у кого-то это состояние такое очень нересурсное. Сейчас буду докладывать, с чем это связано. Давайте так, раз уже конкретно показано нам какие-то тут страхи. Токсично это может ваше окружение или ваше состояние быть. Давайте, окружение, состояние ваше токсичное. А тут и то, девочки. Окружение, тут как карта, видите, руки связаны, вы привязаны к какому-то, ну так я могу, это карта привязь, я так это читаю, как привязаны, находитесь в, прям хотя так не скажу, в заложниках, нет, но тут как, ну, каких-то ограничениях, наверное, так. Пока, наверное, вы находитесь, или это в прошлом, скорее всего. Ну, окружение, которое вы с ним тесно связаны. То есть взаимодействие у вас какое-то. Может быть, взаимовыгодные какие-то отношения с вашим этим окружением. У кого-то это родственные связи. Вот вы не можете эти родственные там эти тут связи, знаете, такие канаты разорвать. Хотя вы понимаете, что рядом с этими людьми, ну, мне дискомфортно, токсично, мне плохо, мне кричать, выть хочется. У кого-то даже так вот. Состояние такое, как будто бы, может быть, даже думаешь, боже мой, с чужими людьми намного легче. А свои, тут же своих же не пошлешь куда. Ну, некоторые молодцы посылают, а тут как будто бы тоже почему-то руки связаны. Ну, почему-то не могли вы разорвать раньше. Или видение у вас это было, таких взаимоотношений, что вы не в силах пока разорвать это. Эти вот канаты, прям, которые руки связывают. То есть тут и окружение вашего оказалось, это токсичное, вы себя чувствовали дискомфортно. У кого-то это, в принципе, ваше состояние такое, ваши эмоции. По карте Луна много слишком неопределенного, туманного. Может, как в подвешенном состоянии, не было точки опоры. Страхи, вполне возможно, связаны с тем, что не знали, как, куда идти, куда прикладывать свои силы, в какую сторону, да. В общем, как будто бы как потеряшка даже. Вот тут такое у меня ощущение. Но это в прошлом.
Дальше карты показывают на вас. Характеристика. По карте принцесса это очень высокая оценка вас. Это сродни карте императрицы. Это наилучшие женские качества. Тут и интеллект, и таланты, и внешние данные, умение себя преподнести в обществе. По идее, вокруг вас все должно расцветать. Но вот эти вот карты, токсичные страхи, мне говорит о том, что, ну, знаете, то ли вы сами даже могли себя в какой-то, как капкан, в ловушку загнать. Может быть, многое позволяли, да, тому же окружению. И как заложник какого-то образа жизни, знаете, уже вот так вот оно вот идет. И как будто бы нужно вырваться из этого, найти выход из этой какой-то ситуации. Дальше на вас карта тоже прекрасная. Это карта муза, яркая, харизматичная, сама по себе яркая птичка. Женщина, которая умеет привлекать это внимание, удерживать фокус внимания на себе, то есть не пустышка. Мужчинам такие женщины нравятся, архетип любовницы, ухоженная женщина, которая всегда в хорошем настроении. Тут, ну, такая интересная женщина очень, и сексуально привлекательная для многих мужчин. Дальше карты, смотрите, тут девочка маленькая, у которой завязаны глазки, повязка на глазах. И следующая карта – это переход на новый уровень. Она сродни карте, ну, страшный суд, да, в классике. Тут переход на новый уровень – это то, о чем вы мечтаете. Вы хотите улучшить свою жизнь, совершить тот самый квантовый скачок. Вот. Но у вас глазки завязаны, вы как будто бы не видите, вы не знаете, как это сделать, реальных шаги, какие я должна делать. Вот это уже подскажите, направьте меня, я хочу изменить свою жизнь, я не хочу вот и возврата вот таких вот состояний своих. Тут было очень плохое состояние, тут какое-то нересурсное, может быть опять вампирчики какие-то окружали, вот это токсично, отравляли вам жизнь. В принципе, такое состояние какое-то, знаете, вот мне прям... Я это считываю, мне хочется так прям голову в плечи, знаете, так вот как-то спрятать. И как будто бы вот ваше такое состояние, хотелось от всех спрятаться, дабы вас не трогали, хоть на минутку не оставили в покое. Что-то такое мне идет. Тут больше о том, что, ну, скорее всего, вы не знаете как. При этом вы, скорее всего, опять-таки догадываетесь, и вы знаете о том, что люди высоко вас, правильно, высоко, в общем, оценивают довольно высоко вас. Высоко, девочки, бог ты мой, да что ж такое. Высокая ваша оценка, ё-моё. Знаете, опять знаете о том, что привлекательное. Опять знаете, что ж такое, может быть, смотрите, там другие женщины проигрывают и в плане интеллекта, ну, вы объективно смотрите, стараетесь, да, и в плане внешности, но в жизни у них все складывается там и с мужчинами, вам кажется лучше, может быть, там карьерный какой-то рост, развитие, опять-таки, ну, тут что-то такой какой-то нюанс, вы говорите, где же мне эту удачу схватить за хвост, вот мне хоть чуть-чуть удачи, и я бы хотела вот изменить свою жизнь, да. Удача, доступность, мечта. У кого-то вы говорите, мечтаю о чем-то. Эта мечта так и отодвигается. Вот и вроде бы как бы и хотела бы идти к ней, приближаться к ней, а с другой стороны, как будто бы вот что четко, конкретно я должна делать, я не знаю. Ну да, покажите мне этот мостик, покажите мне эти шажочки, какие я должна совершать. Ко мне женщина пришла, такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто и что говорит о тебе прямо сейчас? Первое у нас, кто этот человек? Мужчина, женщина или группа лиц? Степень близости с вами? Ну, мало ли, что покажут. Мужчина, женщина, группа лиц. Что именно о тебе говорят? Поступки, ваш внешний вид, ваша личная жизнь, может быть, какие-то решения, которые вы принимаете. О чем говорят?
Суть разговора, да? Следующее. С каким чувством это произносится? Интерес, зависть, восхищение, может, раздражение. С какими эмоциями это все сопровождается? Ну, знаете, даже может как-то восхищенно говорить о ваших каких-то не очень, по вашему мнению, классных поступках. А многие могут даже восхищаться. Тут разное, тут не угадаешь. Давайте посмотрим. Так. Не знаю, есть вопрос такой, зачем они это обсуждают? Сближение с вами, контроль, самоутверждение, поиск информации. Ну, зачем им это? Зачем они это обсуждают? А и ваша реакция. Как лучше выстроить свою позицию? Игнор, наблюдение, может быть, точечное какое-то вмешательство. Первое, начинаем. Кто что говорит о тебе прямо сейчас? Кто этот человек? Мужчина, женщина, группа лиц и степень близости к вам. Ой, это что такое? Переход на новый уровень, павлин какой-то. Это кто? Боже мой, покровительство. Род, Эрос, молния. Офигеть. Ну и как это все читать? Это о чем вообще? Для начала давайте, это мужчина или женщина, так как карты очень своеобразные тут. Это мужчина или женщина о вас говорит? Мужчина говорит о вас. Смотрите, король жезлов вышел, мужчина. При этом он же Ога, он же Гоша, да, как этот фильм «Москва слезам не верит». Ну, павлин, самовлюбленный, себя точно не обидит. Умеет сделать акцент на своих достоинствах, максимально камуфлирует недостатки, скрывает их. Когда вы уже подвлюбитесь в него, да, в эти все его достоинства, тут выползает шлейф из его прежних каких-то там, может, не очень красивых историй, в принципе, из его поступков этих, то уже поздно, да, вы уже влюбились по самое не хочу и говорите, блин, если бы я знала, я ни в жизни не влюблялась бы, не подпускала его к себе. Ну, король жезлов, огненный, страстный, сексуальный, такой энерджайзер, идейный вдохновитель для очень многих, может, не обязательно тут в плане, тут жезл, конечно, ну, я уже озвучила, сексуальная жизнь для него имеет огромное значение, но тут он сам по себе такой, знаете, на месте не сидит, ему, если его в 4 стенах попытаться закрыть, для него это будет сравни, я не знаю, карцеру какому-то. Так, о чем тут еще? Может как быстро загораться чем-либо, любой идеей, также, может, влюбленности, да, так же быстренько и остывать. Какой-то человек, я нифига тут, честно говоря, не пойму. С одной стороны, могут показывать карта род, семья, что он не свободен, но тут это, в принципе, степень близости к вам. Тут Эрос, молния. Давайте так, как минимум этот мужчина испытывает к вам влечение сексуальное. Тут может быть даже как такая влюбленность, страсть. У человека как в один момент молния накрыла. То ли это было в прошлом, то ли он находится в состоянии до сих пор этого удара, да, молнии, шандарахнула его. Скорее всего, вы для него, как такой архетип женщины, тут добродетель, женщина внимательная, ласковая, которая, может быть, всегда приходила на помощь, поддерживала. Вот что-то мне такое идет. При этом первая карта, опять это тот какой-то переход на новый уровень. Сейчас я уточню, чего это касается. Это, в принципе, он сам по себе такой, знаете, то есть не так, что плывет по течению, а человек, который может, ну, планирует, вот, опять-таки, тут чему-то обучается. Там у меня карта кольцо еще выскочила. То есть не свободен тоже, кстати, может быть. Но о чем переход на новый уровень? Работа. То есть
Одни проекты, вторые, одни заканчиваются, тут планочка, может быть, повышается, новые горизонты, новые планы, устремления. Такой, повторюсь, живчик. На месте не сидит во всех смыслах. Довольно-таки работоспособный еще может быть. Вот такой у меня мужчина. Так, степень близости. Не знаю, у кого-то это даже, девочки, род, семья, это может быть даже с вами. У кого-то может проиграться общий ребенок даже. В прошлом семья была, да? Вот так даже. Давайте так это прочтем. В прошлом. Что-то тут нет. Это, ну, у кого-то так, у кого-то нет. Это что-то... Карта коса. Нет, это не в прошлом. То есть и сейчас может этот мужчина не свободен быть. Да, и официально может быть, ну, то есть он даже не скрывает, то есть вы даже можете знать, что он не свободен сейчас. Угу. Так, это в отношении вас вот это вот. Ух ты, я спрашиваю, это в отношении вас вот карта Эрос. И тут мне, дабы я не сомневалась, из другой колоды точно такая же карта, но смотрите, тут мужчина женщину обнимает страстно, и тут карта Эрос, и тут карта Эрос. Это точно в отношении вас вот такое у него влечение. Вы его являетесь, ну, музой во всех смыслах, желанным объектом. Ну, понятно. Ну, вот как-то так. Сейчас у нас этот мужчина вышел. Ох, и тут дьявол на обратной стороне. Ну, в общем... Какая-то история такая. Так. Вот сейчас этот мужчина вас обсуждает. Говорит о вас. Суть обсуждения. Что именно о вас говорят? Поступки, внешний вид, личная жизнь, решения. Вау. А тут, смотрите, говорит... Раньше были мы друзьями или в принципе могли общаться. Тут друзья, искренность. А тут свинья, как подложили. Может даже, знаете, как в разговоре с кем-то, там его спрашивают, ты сейчас общаешься, ты там видишься с ней. А он говорит, да нет, тут как будто бы между нами тут не черная кошка, тут свинья пробежала. Карта невозможно. Карта невозможно. Тут карта с глаз, это, конечно, можно, ух ты, с глаз, рассорка и приворот. Офигеть, это все три карты вышли из магической колоды, чтобы вы понимали. Интересно. Он, конечно, это может интерпретировать как? Он может рассказывать о том, что да все нормально было, все хорошо, тут искренние какие-то отношения, но все как будто бы невозможно сейчас то ли вернуть вот эту искренность, вот эту, да, так как то ли тут третьи лица постарались, то ли он может говорить о том, что я даже не могу понять, что произошло, и он не может кому-то объяснить, почему все так случилось. Как вот в один момент он говорит, между нами, ну, тут глаз, рассорка это, то есть кто-то приложил усилия для того, и приворот, то есть кто-то типа а-ля его приворожил и рассорил вас с ним, приложил усилия. Но это я так утрировано все. А тут может быть даже по-другому. Тут он может рассказывать о том, что ему неприятно, да, ему не хотелось бы вот даже какие-то вещи вспоминать. Он четко понимает, что доверительные какие-то отношения, как будто бы, к сожалению, уже невозможны. Все было хорошо, надеялся на одни форматы, может быть, а тут совершенно другой формат. Надеялся на подарок какой-то судьбы, а ему свинью подложили. При этом это не совсем претензии к вам. То есть вот говорят о вас, о том, что он говорит кому-то, что ваши пути дорожки то ли разошлись, то ли вы поссорились. При этом даже он говорит, я до конца не могу понять, почему и как это произошло, и по факту, и почему. Угу. При этом по поводу вас он говорит о том, что раньше вы были в очень искренних каких-то тут отношениях. И вас, скорее всего, характеризует как такого доброго, искреннего человека. Может даже вспоминать какие-то моменты, где было классно. Так, эмоциональный фон. С каким чувством это произносится? Интерес, зависть, восхищение, раздражение. Ха-ха. Сразу показано, он всячески по карте щит закрывается, и не хотел бы он показать то, что он уязвим, то, что он себя чувствует не в своей тарелке. То есть
скорее всего, даже этот разговор какой-то может быть инициирован кем-то другим, так как он, может быть, даже не в полной мере готов к обсуждению этих вопросов по поводу вас. Вопросы какие-то ему задают, а он тут такой, как, знаете, тут дальше карта хитрая лисичка, крест, дерево. Ага. Смотрите, о чем тут. С каким чувством это произносится? Первое, он максимально камуфлируется, да, закрывается этим щитом. Это карта неустойчивое положение. Он ни в коем случае не хотел бы дать понять собеседнику своему или собеседнице, я уже не знаю, кто там о вас говорит с ним, о том, что его это как-то, ну, волнует, задевает. А это на самом деле для него это как вот, видите, по этой карте сидит тут барышня на этой жердочке. И в любой момент тут вороны рядышком, они взлетят и приземлятся где-то там успешно в другом месте. Она шандарахнется вниз и больно ударится, как минимум. Так вот, он бы не хотел давать понять, что для него это какая-то зыбкая почва, непонятная, да, он себя чувствует неуверенно вот в этих разговорах и по поводу вас, но он не чувствует себя хозяином положения. При этом, так, с каким чувством это произносится? Опять-таки, это произносится, он говорит об этом с какой-то хитростью. Утаивает и свои истинные эмоции по поводу вас. Утаивает, может быть, даже какую-то историю. То, что, ну, он не хотел бы, чтобы это стало достоянием, может, общественности. То есть в каких-то нюансах он осознанно умалчивает и информацию перекручивает. Может быть, даже по вот этому карта щит, по этому щиту он как закрывается. Вот так, как будто бы делает вид, мне вообще это неинтересно даже. Скрывает что по карте леса? Скрывает то, насколько вы важны, значимы в его жизни. По карте крест это вы фигура для него очень значимая. Карта дерева это родной человек. Это может быть человек, который изменил его, ну, даже ход жизни, восприятие, вот, окружение какого-то. Тут даже так. И карта вольт это карта манипуляций. Это о чем? Может быть, он даже скрывает, хитрит. Не хотел бы он, знаете, ну тут, как, знаете, как мне считывается, как манипуляция. Он может с кем-то общаться, выведывать информацию по поводу вас, но сам никакой информации, то, что касается вас, он не дает. Вот тут вот в этом манипуляция, скорее всего. И уж точно он скрывает то, что вы ему остались близким, дорогим человеком. И эта карта крест, это, знаете, это он особо на это уже повлиять не может. Очень важный человек, но при этом не готов он это обсуждать с кем-либо, вот эту глубину. Я не говорю это даже не сколько там о любви какой-то там, привязанности. Тут в принципе как будто бы очень значимая женщина. Ему интересно, что с вами происходит. При этом он всячески будет показывать, нет, незаинтересованность. Так, смотрим дальше. Зачем этот человек вас обсуждает, да? Сближение, контроль, самоутверждение, поиск информации. Давайте посмотрим. А сразу показываю, смотрите, созависимые отношения у человека до сих пор там что-то, ну, не прошла тяга к вам. Мало того, тут две карты подряд, ух ты, еще и третья. Подглядывание, выбор, любовь, звезда, девочки. Да тут прям картина маслом. Зачем истинный мотив? Истинный. То есть то, что он там закрывается, показывает, мы уже увидели. Ну, я вообще не заинтересованный, давай не будем обсуждать эти темы. Даже я ничего не знаю, может быть, нового о ней. А на самом деле тут это карта созависимых отношений.
Мужчина в вас нуждается, в вашей энергетике. Более того, следующая карта, эта карта очень часто проигрывается: близнецовые пламена, кармические партнеры. Человек, который приходит один в жизнь другого для того, чтобы человек сам захотел измениться, стать лучшей версией самого себя. Вы тут вполне возможно поменяли жизнь друг друга. Вы сами изменились под воздействием общения с этим человеком. Может быть, вот ваша жизнь была до одна, а после общения с этим человеком изменились вы. То же самое он тут испытывает. То есть, как вам сказать, истинный мотив ему, это как дышать, ему узнать про вас что-то. При этом очень важно вот это подглядывание. Это идет как уже носит хронический какой-то тут, как вам сказать, хронически, постоянно он за вами наблюдает. При этом зачем обсуждает сближение, контроль, любовь, звезды, выбор? Ему очень интересно, если вы с кем-то сейчас во взаимоотношениях, выбор, кто там ваш избранник, карта любовь. Есть ли в вашей жизни эта любовь? Испытываете ли вы эту любовь к кому-то? Поиск информации тут 100%. Вы для него далеки. Где-то сейчас он даже по карте звезда, у кого-то это расстояние, у кого-то это вы не даете этой ответной реакции. Он не считывает, да, заинтересованность может быть в нем. Как-то так вот тут. Это холод, даже отстранение. Для многих вы таки остались. Карта звезда, любовь, выбор. Если там был выбор какой-то у него, и выбор не в вашу сторону, да, у него там случился, или у вас разошлись пути дорожки, то он тут задается этим вопросом. А если бы, а если бы? Скорее всего, для многих остаетесь этой любовью. Но по карте звезда это какая-то, знаете, как мечта, которая, может, и останется на всю жизнь мечтой. Там что-то у вас отношения какие-то подпорченные. Он понимает, почему-то карта там невозможно выходила, что невозможно сейчас, может, вернуть то, что было. Как-то так даже. То есть обсуждает вас, потому что он не может по-другому. Ему интересно узнать все, что с вами происходит. Какие тут мужчины в вашей жизни присутствуют. Любите ли вы кого-то. Живете вы с кем-то. Поиск информации, да. И лишний раз, может, даже подтверждение того, что, может, она тоже не особо счастлива в личной жизни. Вот даже так. Итак, смотрим. Ваша реакция. Как лучше выстроить позицию? Как вы должны в идеале, да, реагировать? Игнор, наблюдение или точечное вмешательство? Ух ты, ё-моё, темперамент, страсть. Тут потеря. Ага. Маска. Замок и кладбище. Офигеть. Вам говорят, у многих уже эта страстная история осталась в прошлом. Тут страсть, темперамент. Возможно, к этому мужчине вы испытывали какие-то такие, правда, эмоции, вас накрывали тут страсти эти. Может, ни к одному другому вы такого не испытывали. Но вам говорят, потеря, это уже прошло, это в прошлом. И это уже как сформированное. Все, это уже случилось. Многих, как знаете, даже предупреждают. Пожалуйста, обрати внимание на мужчину, который рядом с тобой сейчас находится. Или в перспективе может быть тут рядом с тобой, который действительно вот на вытянутую руку, и он может быть для тебя опорой, поддержкой. А ты можешь еще, вот тут видите, девушка поддерживает этот фантом, который ее держит за шею, фантом этого мужчины. Фактически это этот мужчина, который на расстоянии, да, он где-то в вашем еще, получается, в поле обитает, в поле-огороде, да, и вот этот фантом, он вас держит за шею и не дает вам, может быть, полноценно как-то выстраивать отношения с другими мужчинами. А тут девушка еще и поддерживает этот фантом рукой, не отпускает до конца. Так вам какая-то, как, не знаю, подсказка. Если хочешь с другим мужчиной, с любым другим мужчиной выстроить счастливые взаимоотношения, перелистни уже эту страницу, отпусти ты этот фантом. Но ничего хорошего тебе не дает эти погружения в прошлое.
эти самокопания. Говорят, ну это уже как будто бы страничку эту перелистываем, все, это уже случилось, сложилось, вот оно так. И ваша реакция, как вы выстроить позицию, игнор, наблюдение или вмешательство? Нет, не вмешательство. Более того, вас призывают карта маска, скрывать за маской свои какие-то, может быть, ну, не знаю, у кого-то там что-то наболело, у кого-то кто-то хочет что-то тут, может, на голову обрушить этому мужчине. В любом случае, вам говорят, вот карта замок, это скрывай. Карта маска, ну, одень маску и ходи в маске, да. В отношениях с ним, не показывая эмоций почему-то. И давайте так, карта кладбища, я не буду тут прям, ну это магическая, с магической колоды тоже. Но мне такой подтекст, как будто бы, давайте оставим в прошлом прошлое, да. Тут что-то такое. Я уточню сейчас, конечно. То есть реакция не ворошить. Не ворошить это прошлое, а жить своей какой-то счастливой, наполненной жизнью. И обратить внимание на мужчину, который рядышком с вами. Кладбище по поводу чего? Вот вам говорят, кладбище, спрошу по поводу чего. Вот не накручивай себя, не начинай, вот тут карта скука, не вспоминай какие-то, знаете, вот эти вот... в голове эта песня Татьяны Булановой, да, по-моему, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Я не буду петь, я не хочу вас травмировать на всю оставшуюся жизнь. У меня ни слуха, ни голоса. Но вот просто вам говорят, меняйте свое даже настроение. Не позволяйте себе скучать по тому какому-то идеальному образу вот этого мужчины, там, вы помните, что-то хорошее, такое какое-то яркое, фееричное с ним связано. А негатив какой-то, вот из-за чего вы расстались там, действительно какие-то косяки такие, ну, вы же разошлись с ним почему-то, вот вы как будто об этом забываете, вы забываете о том, что причиняло вам душевные муки. Это вот, знаете, мы очень часто, тут в данном случае у меня картинка, вот я, к сожалению, наверное, такая, я плохое забываю довольно-таки быстро. А тут вам говорят, не то, что там вы должна в этом находиться 24/7, но вы не должны отбеливать даже образ этого человека, воспоминания, да, он такой, какой он есть, и вы такая, какая есть, но вы почему-то разошлись, вам говорят, вот подумай, не просто там же все так было, как бы было все так идеально, вы бы, наверное, не разошлись, ну вот что тут такое вот, тут говорят, же ты помни, сколько душевных мук принесла тебе эта связь. Ну, и оставь это все в прошлом. То есть ваша реакция – это игнор 100%. Ну, даже наблюдение, наверное, не нужно тут наблюдение. Нет, если вы будете за ним тут наблюдать, подглядывать, по карте Луна, это опять вы вовлечетесь в какие-то созависимые отношения. Это опять вот эта тяга какая-то непонятная, это вы сами себе не будете принадлежать. Это управление вашей судьбой вы отдаете в руки вообще непонятно кому и непонятно чему. Вам это не нужно. Тут многие из этого вышли и уже не хотят в это возвращаться. Мои хорошие, такой расклад сегодня. И с точки зрения психологии, разговоры о других людях, они выполняют функцию какой-то социальной навигации, да? Через обсуждение человек определяет границы, там, какие-то нормы, сравнивает себя и регулирует самооценку. То есть вот этот мужчина, он 100% прощупывает, да, там, как узнает, как вы себя там ведете, с кем вы во взаимоотношениях, насколько вы там счастливы. Ну и в зависимости от этого его тоже самооценочка тут растет, не растет. Но при этом вы должны понимать, что объект обсуждения, то есть вы, это лишь повод, а не причина. И часто эмоциональная окраска таких разговоров, она напрямую отражает вот это внутреннее состояние говорящего. Его уровень удовлетворенности, конкуренции или потребности в признании. В нашем случае мы видим у человека пустота в сердце, да, он ну, до конца как будто бы это как незакрытый гештальт для него. Ну, уровень удовлетворенности 0. Конкуренция, ревность его там тоже подгрызает. Ему кажется, да, вы явно не одна. И потребность в признании с вашей стороны он не видит тут каких-то признаков таких, знаете, что вы тут
страдаете особо по поводу него. Поэтому мы с вами вырабатываем ключевой навык, не пытаемся контролировать содержание чужих разговоров, а понимаем их природу и отделяем вот свою реальную идентичность от этих чужих интерпретаций. То есть мы живем своей жизнью, да, и не вовлекаемся в уже, если можно так сказать, отмершие сценарии, да. Правда, как давайте перелистнем эту страничку и позволим себе жить счастливой жизнью. Все, мои хорошие, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.